Всем привет, с вами Игорь. Отличная погода в солнечном Санкт-Петербурге. И как раз отличная возможность сделать рецензию на книгу Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». Эта книга, по моему мнению, интересная импровизация на тему того, что может позволить себе человек, если уверен, что никто не знает о его деяниях. Дориан Грей, попавший под влияние момента и разливающих речей лорда Генри, желает вечной молодости. Но полученный дар склоняет его к пороку. Наблюдать за падением Дориана было поначалу тревожно и слегка пугающе, но чем дальше, тем меньше интереса вызывал его путь. Ведь все его грехи описаны весьма поверхностно и скупо. Философии и размышлений тут много, но мне хотелось бы глубокого раскрытия Дориана, его метаний, дилемм, которые порой тонули в различных описаниях быта. Несмотря на все свои прегрешения, Дориан производил впечатление не злодея, а заплутавшего и обезумевшего о вседозволенности человека, у которого был шанс на нормальную жизнь. Но если бы не лорд Генри. В уста же Генри вложено много занимательных мыслей, которые хочется растаскивать на цитаты. Но на деле он и сам не воспринимал всерьез все, что говорил, чем вызывало отторжение. Да, неприятный тип, который не руководствуется своими же словами, зато с упоением наблюдает за тем, как им руководствуются другие. Но больше всего я проникся Безилом, художником, написавшим роковой портрет. Его рассуждения о творчестве и дворцах цепляли меня даже больше, чем высокопарный трёп Генри, и временами казалось, что мысли Безила близки и автору, и оттого хотелось наблюдать за персонажем все больше и больше. Сама книга читалась поначалу бодро и вдохновленно, но на середине я уже порядком выдохся, и все казалось каким-то однообразным, а постоянно болтовня Генри утомляла и напрягала мозг. Но концовка оживила меня и придала истории новых красок. Книга вроде бы занимательна и читается не особо сложно, но требует постоянной сосредоточенности. Художник явно проигрывает на фоне лорда Генри. Его морализаторские речи явно не так цветистые и захватывающие, хотя он и желает добра своему другу. И это очень жизненная ситуация. Заманчивые яркие речи, порока против простого голоса правды. Книга поучительная. Обращает внимание на людские пороки и поиски их у себя. Призывает слушать голос совести и поступать правильно. Я рекомендую эту книгу на прочтение. Подписывайтесь на канал и читайте только хорошие книги.